Биографии героев темницы. Аджит внимательно изучал работы Агара, безумного колдуна-ученого из Энрота, который случайно создал соглядатаев из лобоглазов, которыми он теперь и командует, тренируя лучшую породу для битв. Аламар служил Арчибальду Айронфисту во время войн за наследство и едва смог ускользнуть из Энрота после поражения. С тех пор он обосновался в Нигоне, где тайно служит подземным властелином. Арлах – один из немногих троглодитов, которым было доверено вести армию Нигона. Арлах показал выдающиеся способности по обращению с баллистой, и его часто привлекают для разрушения вражеских укреплений. Большинство магических умений Геона получены благодаря его способности заглядывать в мысли других заклинателей, читая то, как они распоряжаются энергией и осваивая сами заклинания. Сначала Гуннар служил разведчиком для подземных властелинов, затем гидом и телохранителем различных влиятельных особ, пока, наконец, ему не был доверен гарнизон на труднопроходимом участке границ Нигона. Если ему и не хватает мозгов, он берет инстинктами. Хотя Дамакон даже среди троглодитов считался слабаком, он наделен способностью чуять золото на расстоянии. Дамакон готов озолотить любого, кто доверит ему командование войсками. Даркстерн начал свой путь воином Нигона, тайно используя магию для победы в каждом сражении. Получив командование, он перестал скрывать свои таланты. С тех пор никто не осмеливался бросить ему вызов. Дас родился в клане воинов и обучался у мастеров, которые казались древнее, чем само время. Он проявляет незаурядные лидерские качества на службе Нигону, особенно когда командует другими минотаврами. Говорят, что Джедит видел лицо Зенофекса, но так как Джедит по-прежнему жив, многие оспаривают правдивость этих слухов. Сам Джедит не опровергает и не подтверждает слухи о себе. Когда Димер перешагнул порог юности, его чуть было не пришлось умертвить, ибо его необычайные магические способности вышли из-под контроля, и он представлял угрозу и для себя самого, и для окружающих. С тех пор он научился управлять своей мощью и теперь поистине страшен в бою. Когда Лорелия была ребенком, она сбежала из дома, пропав в системе пещер. Ее подобрала и вырастила ведьма Гарпия. Незадолго до вторжения в Эрафию она вызвалась служить подземным властелином. О своих настоящих родителях она ничего не помнит. От Минотавра ожидается, что он свирепый воин, но Малекис использует магию столь неистово, что может соперничать с лучшими магами. Многие полагают, что своим быстрым вхождением в военную элиту Нигона Мутари обязаны несравненному умению управлять драконами на поле боя. Выпив пузырек с кровью дракона, Мутари стала разумным драконом. Многие не удивляются ее трансформации и предсказывают пришествие прародителя драконов. Отец дал ему имя воина, но Ардвальд отказался заниматься военным делом и начал изучать магию. Он старый, но могучий колдун и живет в тех землях, где воины редко доживают до старости. Сефинрот утверждает, что она побочная дочь короля Грифонхарта. Отказ отца признать ее своим законным отпрыском разжег в ней страстную ненависть к королевскому дому Эрафии, престол который она однажды собирается занять. Примкнув к чернокнижникам, она была и остается единственной женщиной в их рядах. Синка родом из Верхнего мира, и хотя она верно служит подземным властелинам, она все же предпочитает простор темным и сырым нигонским пещерам. Хотя он и безглазый, Шакти имеет чудесное видение боевой тактики. Его полчище троглодитов наводит ужас на окружающий мир, и особенно в темных туннелях Нигона. Необычно видеть властелина троглодита, еще более необычно троглодита-колдуна, однако Ягар доказал, что он талантливый маг. Он уверяет, что ежедневные медитации – секрет его успеха. Шутка.